Здорово, перцы! Подготовил тир-лист клонов в Квазиморфе. Но перед этим... Прежде чем перейти к самому тир-листу, стоит сказать, что распределение происходит строго по личному игровому опыту и, естественно, без учета возможности менять основной перк и иные статы при прокачке Магнума. Важнее слушать разбор плюсов и минусов каждого из клонов, принимать во внимание разную их актуальность на раннем, среднем и позднем этапе развития технологий. И да, измерение эффективности вариации сборок происходит по стандартному уровню сложности. Итак, начну с наименее интересных персонажей, оставляя вкусненькое напоследок. Прия Марван, перк «Запасливость». Вместимость Прии повышена на 4 слота. На этом можно было бы и закончить, однако в дополнение к пососному перку природа наградила ее не менее гадкими статами. Ни здоровье, ни точность, ни уклонение, ни дальность обзора и близко не впечатляют. Рассмотрев ее показатели ближе, я понял, что для меня она как алчный гоблин из Диабло, но при этом еще и далеко не такой толстый по показателю здоровья. D-ранг. Фрэнсис Рейд Дейли, перк «Ружейник». Настолько середнячковый персонаж по статам, насколько это только возможно. Нет явных слабостей и сильных сторон. Перк на плюс 120% к прочности оружия очень ситуативный, подходит под конкретное быстро ломающееся оружие. Как по мне, легче скрафтить набор для починки и таскать его с собой в миссии, чтобы латать по возможности, или же во время самой вылазки в 90% случаев просто находишь материалы для этого. Звучит удобно, но для меня бесполезно. Ранг, пожалуй, С. Оберон Лукас. Перк 1 в поле воин. Средний показатель точности и здоровья, низкий крит, низкий болевой порог и отвратительное уклонение ради возможности таскать в руках дополнительное оружие. Кто хочет с этой целью, берет рюкзак-помощник или архангел. Сказать нечего. Мусор, такое мы скипаем. Я даже не могу определиться, кто хуже, Оберон или Прия, так что пусть они оба варятся вот в биоотходах. Марика Вульфнет. Перк организованность. Ее перк дает плюс 2 к слотам разгрузки. Приятный бонус в любой ситуации, позволяет иметь 3 слота быстрого доступа при носке бронеразгрузок вроде панциря или кольчуги. Или может иметь целых 5 слотов с некоторыми другими разгрузками, но это мне уже кажется менее эффективным. Кроме низкого здоровья и уклонения, у нее нет конкретно плохих показателей характеристик, так что я присваиваю ей вполне достойный Б-ранг. Жак Кеннет. Перк «Тактическая перезарядка». Перк дает минус 2 к перезарядке. Этот перк звучит славно, конкретно он в зависимости от билда потянул бы на А-ранг, но сам Жак обладает абсолютно позорным показателем точности в 35%. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. Ниже только у Изабеллы. Для оперативника, специализирующегося на дальнем бое, казалось бы, такая цифра это просто red flag. Другие показатели тоже или средние, или пососные, так что Жак Кеннет отправляется в бак биологических отходов. Но, тем не менее, перк не позволяет кинуть его на самое дно, так что оставлю его на предпоследней ступени с конца. С. Изабелла Капет. Перк «Полезная мутация». Как по мне, лучший персонаж для игры через ближний бой в самом начале. Но не более того. Перк «Полезная мутация» позволяет игнорировать инфекции и очень хорошо сочетается с клинками затмения, так как позволяет без штрафов есть мясо, любезно разбросанное по уровню. Соответственно, на ней приятно проходить станции без счетчика квазиморфоза за счет бесконечной еды. Неплохие показатели точности и урона в ближнем бою перекрываются отвратительными характеристиками, касающимися дальнего боя. Возможность пировать на уровнях теряет актуальность тогда, когда ты начинаешь брать в рейды сухпайки ЧВК, а игнорирование инфекции прикрывается тасканием с собой аптечки, сорбента, антибиотика. Приятно, но не очень эффективно. Б-ранг. Максимилиан Рор. Перк «Боли нет». Перк не позволяет персонажу накапливать боль, соответственно, он игнорирует ее дебафы. По характеристикам, самый низкий показатель уклонения в игре, на одном уровне с Обероном Лукасом, кстати говоря, но в то же время самый высокий показатель урона в ближнем бою и крита. Жуткий какой-то типок получается. Перк сам по себе выглядит очень сочно и способен люто зарешать, когда вражины тебя загоняют в угол. К сожалению, бонус к урону в ближнем бою в виде от плюс 3 до плюс 6, ну, если отсчитывать от среднего показателя, и дополнительный 5% к критическому урону даже близко не перевешивает настолько критически низкий показатель уклонения. Он будто больше заточен под ближний бой, но в моем понимании ближнего боя в Квазиморфе без уклонения ты не жилец. Соответственно, получать тычки можно только по праздникам. Может, я не прав, но я его позиционирую как персонажа С-ранга. Кенши Юкио. Перк «Мастер уклонения». Дамы и господа, рад представить вам самого верткого персонажа в игре.
Единственная веселая и работающая сборка для игры через ближний бой даже в лейте, по моему личному мнению и опыту, привязана к этому персонажу и его перку. Минус 50% к влиянию веса на уклонение. Единственную опасность будут представлять гранаты и подобный им взрывной урон и огонь, что стоит учитывать при подборе брони. Вышесказанное заставляет закрыть глаза на низкий уровень здоровья и, казалось бы, середнячковый урон рукопашный. Кенши обладает самым высоким показателем точности в ближнем бою и самым высоким стартовым показателем уклонения в игре, что в лейте с правильным подбором перков и снаряжения превращает его в лучшего косплеера Нео в Квазиморфе. Перк приятный, однако для полного его раскрытия нужно потратить немало ресурсов и времени. Кроме прокачки самого Магнума, прокачки в лаборатории оружейной, тонкий подбор и баланс имплантов и аугментаций, дороговизна билда и прочие вышесказанные факторы не позволяют мне присвоить ему S-ранг, но он займет твердую А. Перси Фоссет. Перк не... Квазиморф — это игра, которая почти не прощает ошибок. Тем не менее, Перси Фоссет сильно упрощает выживание на любой стадии игры. Его перк не... дает плюс 12 ко всем сопротивлениям. Проще говоря, голый Перси даже без брони имеет 20% резист к любому урону. Хочется просто открыть баночку пенного и не париться с подбором брони, берешь Перси и идешь в любой рейд. Наибольшей эффективности билд достигает тогда, когда разблокируется возможность крафта комплектной брони, а к более поздней игре этот киборг-убийца становится практически неуязвим. Из минусов низкий природный показатель точности и уклонения, прикрываемый самым высоким показателем здоровья и болевого порога. Универсальная и дешевая черепашья тактика позволяла мне проходить некоторые сюжетные ветки от начала и до конца без единой смерти, и эта же возможность переносит поглотителю тушенки тир S в сегодняшней таблице. Виктория Балдика. Перк Снайпер. Вика из-за своего перка и высокого показателя точности в дальнем бою всегда была одной из моих любимых клонов. Плюс 2 к дальности оружия — это крайне приятно на любом оружии дальнего боя, кроме ракетниц, огнеметов и подобных им орудиях. Особенно вкусно это чувствуется на оружии, что изначально имеет низкий показатель дальности. В своей сути, Виктория Баудика является зеркальной противоположностью Перси Фоссета. Если тот выживает за счет высоких показателей здоровья и сопротивлений, то она просто уничтожает противника до того, как он может к ней приблизиться. Тем не менее, Виктория — стеклянная пушка. Приветствуйте самый низкий показатель здоровья и болевого порога в игре. Для меня она занимает одну нишу с Перси и отправляется на S-ранг. Ника Медич. Перк Стрелок. У Николясика очень интересный перк, увеличивающий точность пистолетов на бешеные 40%. Учитывая, насколько хороши сейчас пистолеты со своим автоматическим режимом стрельбы в 4 патрона, при выпадании мощного пистолета можно творить в рейдах очень грязные вещи. Ника обладает достойными характеристиками, но у него довольно низкий показатель уклонения. Его перк заставляет игрока пользоваться исключительно пистолетами, во всяком случае для наибольшей эффективности билда. Более того, в средней и поздней стадии игры очень много оружия, которым хотелось бы пользоваться, и это, к сожалению, не пистолеты. Из-за этого данный оперативник не получает в моем личном топе S-ранг, но твердо стоит на 3 ногах в категории А. Мирза Айштау. Перк «Замедленный метаболизм». Мирза потребляет на 60% меньше калорий. Довольно ситуативный перк. Я не помню, когда в последний раз у меня оперативник прям вот конкретно страдал от голода, только на очень больших уровнях, или когда я прям вот заходил в каждую комнату, искал, лутался. Второй вариант — использовать ее тогда, когда у тебя есть сборка через 6 перков-триггеров, которые как раз таки потребляют калории при срабатывании. Больше у меня особой идеи нет. Характеристики у Мирзы в принципе достаточно усредненные. Мне не нравится только низкий показатель здоровья и уклонения. Что-то среднее между Б и С рангом. Вместо адекватного тир-листа в очередной раз получился видос для СДВГшников. Ну ничего, мое тело — это машина, которая перерабатывает фурункулы в щит-посты. Тем более, буквально пока я все это монтировал, вышла бета 0.9.6. И там столько изменений планируется к концу осени, что спорить о чем-либо нет смысла. Так что советую всем залетать на тестирование и оставлять фидбэк на официальном дискорд-сервере Квазиморфа. И помните, за Лукас и подписку партия Тяньминь догождать босса, очки анкап доверия, банка тушенка и сигарета жена. Еще услышимся.
Привет, Спанч Боб и Патрик. Босс! Человек, продавший мир! One here.